Всем привет! Продолжаем рассказывать вам про одни из самых крутых смартфонов этого года Galaxy S10. У нас был первый взгляд, сравнение топовой десятки с прошлогодними девятками, а сегодня сосредоточимся на младшем S10e и сравним его с S9. Это два компактных флагмана, поэтому идейно они где-то рядом. И сразу скажу, что если вам нравятся такие смартфоны, то 10e это, наверное, лучшее, что есть на данный момент. Сейчас расскажу почему. Но прежде напомню, что у нас сейчас проходит конкурс, где можно выиграть новый Watch Active, Buds или сам Galaxy S10. Переходите по ссылке и принимайте участие. Условия очень простые. Кроме прочего, от старших десяток Ешка отличается упрощенным дизайном, поэтому у нее рамки немного толще и экран плоский, без загнутых краев. Тем не менее, девятка на ее фоне выглядит уже не так хорошо. Для 2019-го верхняя и нижняя рамки у нее толстоваты. Да и габариты они тоже тянут за собой. Десятка тоньше, легче и на целых полсантиметра меньше по высоте. Это при той же диагонали в 5,8 дюйма. И тактильно, это просто прелесть. Я вот пару дней им пользуюсь и уже страдаю, когда беру в руки что-то такое. Тяжело адаптироваться. Так ведь и экран же не маленький. Сильно ли изменились впечатления по сравнению с S9? Не сильно. Девятка тоже очень удобна в этом плане, но чувствуется, что она чуть толще и тяжелее. Набор цветов у нее с момента выхода стал пошире, но десятка предлагает три интересных и незаезженных варианта. Белый перламутр, цитрин и самый классный, как по мне, аквамарин. Сканер отпечатков под экраном младшая десятка не получила. Жаль, его совместили с кнопкой питания на правой грани. Мы уже говорили, что эта кнопка в новых флагманах высоковата, что неудобно. Вот у S9 прямо идеально сидит, попадаешь без малейших усилий. Хотя ввиду меньших габаритов Ешки это не так критично. Также многим неудобно пользоваться сканером на тыльной стороне. В этом случае десятка побеждает. И грех не сказать о разблокировке лицом. Ее прокачали и довели до ума. Как и старшие десятки, Ешка разблокируется мгновенно. Смартфон распознает по гироскопу, что на него сейчас посмотрят. Быстро сканирует, и к моменту, как ты смотришь в экран, он уже показывает рабочий стол. В темноте то же самое. Не нужно включать подсветку экрана, как-то вводить телефоном перед лицом. Подносишь смартфон, экран сам загорается, и даже если подсветка на минималках, происходит разблокировка. Да, могут быть задержки иногда, но все равно это небо и земля по сравнению с другими смартфонами без ИК-датчиков и тем же S9. Молодцы! Пожалуй, единственный серьезный пункт, по которому S9 может потягаться с 10e, это экран. Тут важно сделать ремарку. Я сейчас говорю не в целом о фронтальной панели с рамками и совсем. Это больше к дизайну, и тут я уже сказала, десятка лучше. Я сейчас конкретно про область экрана, самой матрицы и моих впечатлениях о ней. Да, у десятки есть HDR10+, яркость чуть выше и название новое – Dynamic AMOLED. Последнее из-за одноименной технологии, которая без заметного ущерба картинки защищает глаза ночью. То есть это не грубый фильтр синего. Работает мягче, что-то типа True Tone от Apple. Пожалуй, это самый заметный плюс нового экрана. Глазам с ним действительно легче. А вот если вынести это за скобки, то дисплей S9 ничем не хуже. У него еще плотность пикселей выше и загнутые края, что немного меняет картинку в лучшую сторону. Новые десятки звучат отлично, и Ешка не исключение. Громче и объемнее по частотам, нежели девятка. С железом буст по всем фронтам. Процессор, графика, память – все лучше. Прошлогодний Exynos, конечно, тоже еще тянет все и вся на ультраграфике, но поедает при этом больше энергии. Например, в играх новый чип экономичнее на 35%. Это немало. Есть и новомодный блок для задач искусственного интеллекта. Их он выполняет в 7 раз быстрее, чем процессор девятки. Оперативки больше на 2 гигабайта, а ПЗУ в 2 раза. 128 гигабайт хватит для многих, чтобы не тратиться на microSD. Батарея десятки подросла всего на 100 мАч, поэтому, когда сценарий моего дня включал только YouTube и соцсети, то разница в автономности была несущественная. Зато если отвлеклись на поиграть и другие задачи, которые активнее нагружали процессор, отрыв увеличивался. Под вечер это выливалось в дополнительные 10-15% заряда. Таким образом, и без того хорошая автономность девятки в десятке стала еще лучше.
Две камеры – это еще один повод обновиться с Galaxy S9. И самое классное, что здесь не телевик с зумом, который мало кто использует, а крутой ширик, точно такой же, как и у старших десяток. При этом с боке Ешка тоже снимает. Вообще набор возможностей почти такой же флагманский, только двукратного зума нет. Основной модуль общий с девяткой, 12 мегапикселей, со шторкой, переключающей диафрагму. Его плюс – улучшенная стабилизация видео. Тут, кстати, тоже можно переключиться на ширик. Оптического стаба у него нет, но если чуть пожертвовать углом обзора и включить цифровой, получается красота. Улучшение есть и во фронталке. Она одна, но снимает в двух режимах. 6 мегапикселей с углом обзора 80 градусов и 10 мегапикселей при 90 градусах, чтобы и друзей побольше в кадр влезло. Имеется режим с боке и съемка в 4К, тогда как фронталка девятки пишет максимум в Quad HD. Со сравнением Ешки и S9, думаю, все понятно. Девятка проигрывает почти вчистую. Хотя и остается отличной альтернативой за свои деньги. Но тут уже другое напрашивается. Ешка не сильно-то уступает старшим десяткам. Этот смартфон прекрасно лежит в руке и им удобно пользоваться. Плюс ко всему у него хорошая диагональ экрана, крутой безрамочный дизайн, флагманское железо и камеры, считай, те же. Телевика с зумом только нет. Реверсивная беспроводная зарядка, новая фронталка, автономность на высоте. Это еще сверху как бонус. Получается, что урезали флагман по функциям, без которых можно обойтись, а взамен дали отличные габариты, которые будешь ощущать каждый раз, беря смартфон в руку. Вот почему, на мой взгляд, Galaxy 10e это чуть ли не лучшее, что сейчас можно найти, если нужен самый топ в компактном корпусе. И не забудьте про конкурс. Наушники, часы и сам S10 ждут, когда их выиграют. Ставьте лайк, если видео понравилось. Напишите добрый комментарий и подписывайтесь, конечно же, у нас много интересного. Вот, например, видео о том, как прокачать старый телевизор и сравнение топовой десятки с Galaxy S9 Plus и Note 9. Пока!